абсолютные фавориты июня месяца, конечно же, близнецы. Счастья вам и хорошего, счастливого месяца. Безусловно, в этом месяце почувствуйте определенные изменения, потому что в вашем знаке происходит новолуние и кольцевое солнечное затмение. Происходит в вашем знаке, следовательно, происходит у вас в первом доме. Это не только отвечает за кто я, за свою внешность. Это охватывает и кольцевое солнечное затмение, и само новолуние охватывает все сферы вашей жизни, все сферы вашей деятельности. И давайте сейчас подробно посмотрим, как будет проходить этот месяц. Это для солнечных близнецов и для асцендентных близнецов, а также для тех, у кого луна в близнецах, потому что новолуние здесь сыграет большую роль. Вы почувствуете перемены, которые давно уже назревали, и вы полноту этих перемен, мощную энергию этих перемен абсолютно в этом месяце будете чувствовать. Итак, начнем с начала месяца. Солнышко сделает трин с Сатурном. Солнышко сделает трин с Сатурном. Что это для вас? Конечно, мощная поддержка от влиятельных каких-то инстанций. Мощная поддержка от каких-то представителей власти, от взрослых, весомых, значимых людей в вашем жизни, от организаций каких-то. Возможно, вы получаете предложение куда-то идти на работу на повышение. Возможно, вы получите документ, который вы очень давно ждали. И этот документ такой решающий. Может быть, переезд значимый, может быть, вашей профессии. То есть вы получаете какой-то документ от законодательства. То есть то, что вам очень значимо, то, что, возможно, вы годами к чему-то шли. Какое-то, может быть, судебное разбирательство, которое затянулось очень сильно. То есть вы получаете такую мощную поддержку и такую сильную энергию вот от этого трина, которое сделает солнышко к Сатурну. Это экзамены, это и вполне может быть издательство вашей книги, ваше очень важное какое-то выступление где-то, трибуна какая-то, это и влиятельные люди, которые вас продвигают, вполне может быть какой-то ваш проект, заинтересовались какой-то вашей научной деятельностью. То есть поддержка вот такая очень мощная от этого трина. Дальше Венера. Венера находилась у вас. И, конечно, здесь ей было очень хорошо и комфортно, я вам об этом говорила. Это близнецы, это те, кто знают, что такое Венера, то есть знают, что такое эстетика, знают, что такое красота. Не только знают, и выражать ее могут. Вы можете и красоту эту в стихах выразить, вы можете высказать, вы можете написать, изложить. То есть для вас это просто Венера себя здесь настолько комфортно у вас чувствовала, что тогда, когда заходит Венера в Близнецы, она сама ждет Венеры, и вы ее ждете с удовольствием. И вот сейчас Венера уже со 2 числа будет менять знак, она заходит в Рак, и для вас это что? Финансы, это 2-я позиция наступает для вас. То, что сама Венера из себя представляет, не только эстетику, Венера и финансы. Она очень хорошо с финансами. И появляясь здесь, находясь здесь в Раке, также 2-3 числа она делает тоже трин с Юпитером. Посмотрите, насколько гармонично первая половина складывается месяца. Опять будет трин, и будет этот трин к Юпитеру. То есть все, что связано, вполне очень хорошо на этот период таки брак делать. Этот брак будет надежный, устойчивый, финансово очень хороший.
в этот период. Также будет очень хорошо все, что связано с покупками, вложить куда-то деньги, получить продажу хорошую сделать, вы хорошие деньги от этой продажи получите. Это выплаты каких-то вам бонусов, это вполне может быть награды какие-то, ученые степени присваиваются. Ну, замечательный вот такой период, чудесный аспект. Просто супер, вот для вас супер. Действительно, вы в этом месяце, а абсолютные фавориты это близнецы, событий много, значимых событий много. Вы почувствуете перемену, и вот это вот новолуние, которое у вас будет, оно закладывается, вот это кольцевое солнечное затмение, просто на 18 лет. Закладывается вот такая хорошая база. Вокруг с хорошими аспектами. 5-6 числа, смотрите, Марс сделает уже оппозицию. То есть Марс захочет поконфликтовать с Плутоном. Что для вас это оппозиция? Это переход из одного состояния в другое. И сейчас мы эти состояния рассмотрим. Марс это энергия. У вас энергии достаточно. Причем ваша энергия легкая энергия. Вы не давите, вы не напрягаете. Ну, даже если и в какой-то конфликт вступили, не видите, что человек не отзывается, вы не застреваете в этом. Вы настолько легко проходите эти конфликты или какие-то вообще жизненные ситуации, которые в обостренном бывают состоянии. Вы их проходите легче. Почему? Потому что вы на них не зацикливаетесь и не сидите годами, не мусолите это, не обсуждаете это. Воздушный знак, легко, отвечает Меркурий. Вы всегда можете с самим собой, всегда можете договориться. И вот когда вот такая вот оппозиция, это, конечно, переход из состояния, что как будто вот втягивает вас куда-то в конфликт, втягивается куда-то, ситуация куда-то вас заводит, но это вам не свойственно, вы это не хотите, вы этому будете сопротивляться. Уходите от споров, уходите от конфликтов, ненужных разговоров. То есть не питайте эту саму ситуацию. Вот этот вот сам конфликт Марса и Плутона, зная 5-6 числа, там всего будет там два дня вот это вот такое обострение, просто на него не попадайтесь, не включитесь в него, обойдите это. Видите, где-то что-то назревает, конфликт. Отпустите ситуацию, лучше вернетесь к ней попозже, чем вы войдете вот в эту конфликтную фазу, и потом очень тяжело будет выйти из нее, разбираться с ней. Вот 5-6 числа. Потому что на фоне первых дней этого года у вас такая будет подъем, будет эйфория, вам будет комфортно, у вас будет очень хороших аспектов гармоничных. И тут вот вклинивается вот какое-то, не попадите, избегайте его. Дальше что, смотрите, ну вот 10 числа будет новолуние, новолуние будет в вашем знаке, такое начнется немножко здесь, и конечно, вот это солнечное кольцевое затмение, которое дает очень сильную энергию дает, для чего? Найти баланс, Вот начнете как-то колебаться, ну что-то как-то я не так выгляжу, наверное, мне надо другой цвет волос сделать, ой, наверное, что-то как-то я не так много работаю, я там не очень хорошо, меня там не ценят, меня там не уважают, какие-то начнутся колебания. Вот это всегда дает солнечное затмение, вот оно дает такую мощную энергию вот на такие вот на колебания. Вот для этого необходимо баланс найти, и вы его найдете. И этот баланс между разумом и чувствами. Разумом и чувствами. Эти две функции у близнецов очень сильно задействованы и развиты. Вы не чувствами живете, и не разумом. Вы живете и разумом, и чувствами. Потому что Меркурий, он и разум дает, и чувства дает. Но разум, вот здесь вот сбалансировать вот эти вот два состояния необходимо. И вот в это новолуние вы его почувствуете. Конечно, безусловно, стройте планы. И планы на хорошую перспективу стройте. Потому что это закладывается на хороших 18 лет. Стройте хорошие перспективы.
Планируйте все, что вам связано и с вашей внешностью, и с вашим состоянием здоровья, и с вашим семейным положением. И если вы детей хотите, и если вы еще чему-то научиться хотите, и, возможно, вы, может быть, переехать хотите. То есть можете себе закладывать на это новолуние очень хороший, масштабный, большой план и найти баланс между разумом и чувствами, что есть это сбалансировать, чтобы не только четкий разум или на чувствах я, но это приобрести этот баланс. Безусловно, на это кольцевое затмение и на вот такое вот новолуние, это вы приобретаете авторитет как учитель. В вас спрос есть, в ваши знания есть спрос. Это получаете какую-то ученую степень или какое-то заслуженное такое уважение, знак заслуженности чего-то. И расцвет, абсолютный расцвет знаний и интеллекта. Очень мощное будет новолуние, и, возможно, для него сделаю и отдельное еще видео. И на физическом уровне это новолуние очень отвечает за плечи, кисти рук, дыхание, всегда дыхание. Почему близнецам курить очень опасно? Потому что это Меркурий отвечает за голос, горло, легкие и все, что связано с дыханием. Бронхи, легкий голос, кисти рук, плечи и предплечья. Вот на физическом уровне имейте в виду, что это будет настолько такой мощный выброс здесь энергии, что, может быть, захотите даже как-то от сигареты, может быть, задыхаться вам будет некомфортно. То есть приобретете найти гармонию, сбалансировать, решиться на какие-то перемены в привычке, которая не очень хорошие привычки. Может быть, кто-то с куревом, может быть, другая какая-то у кого-то зависимость, может быть, кто-то много сладкое. Это тоже проходит через горло, через дыхание, это тоже влияет очень сильно. У кого-то может быть тучность, хотя, как правило, близнецы и девы остаются долго такими стройными и тонкими, и тонкокосными, не особо тучность к вам привязывается, но тем не менее никогда легким знаком таким вес носить сложно. Вот именно сложно вам носить. И это очень на бронхе отражается, лишний вес, вот даже не на кости, а именно на бронхе. Так что, вот такое новолуние будет у вас с кольцевым затмением. Дальше что делает? Смотрим Марс. Марс переходит в Льва. И эта позиция у вас в 3 секторе. Переход Льва. Это мощный будет переход. И 2 огненные энергии встречаются. Представляете, какая энергия? Много энергии. И такая энергия будет революционная. Прям что-то поменять, что-то сделать, какие-то лозунги, чтобы звучали, еще и во Льве. Себя представлять, чтобы была заметна эта энергия для вас в 3 секторе. Захочется где-то, может быть, скорость какой-то. Тоже очень с этим аккуратно. Никакой скорости, никакие гонки на дороге, никого обогнать кого-то. Лучше пропустить, лучше оставить, потому что такой выброс энергии. Мощный, сильный переход Марса во Льва, это мощный такой подъем энергии, такой выброс энергии очень сильный. Лучше его проконтролировать. Точно так же в речи его проконтролировать. Никаких громкогласных таких делать заявлений, потому что потом за эти заявления нужно отвечать как-то. Никаких признаний громкогласных, никаких заявлений такого, масштабного, я это обязательно сделаю, я тебе 100% обещаю и так далее. То есть ты потом за эти свои слова ты должен будешь нести ответ. Поэтому аккуратно, особенно с братьями, с сестрами, с близким вашим окружением, в кругу своей семьи. Что еще? Ваш Меркурий, уже 22 числа ваш Меркурий идет в прямое движение. Вот он до этого числа будет находиться
в ретроградном движении, и сила для вас, сила для кого-то, для вас, когда Меркурий в прямом или в ретроградном движении, это для вас сила, вы ее хорошо чувствуете, и ретроградность чувствуете, и когда на прямое, вот 22 числа Меркурий пройдет на прямое движение, тоже пойдет по вашему первому сектору. О чем это? О чем это? Это, конечно, вот все, что связано, приобрести абсолютный баланс между интеллектом, между заявлениями, между словами, диалогами и своим чувственным состоянием. Найти абсолютный баланс. И когда пойдет в прямое движение, вы прям вот немножко прям вздохнете, вам станет от этого лучше, как-то все, и мысли соберутся, все в порядок, и документацию свою соберете, все в порядок, как будто бы вы почувствуете месяц, который вы будете чувствовать. Вот эти перемены будете чувствовать. Ну и полнолуние будет в Козероге. И тоже полнолуние в Козероге для вас это полнолуние ответственное. В Козероге это всегда ответственно, это всегда серьезно, это за то, что ты отвечать будешь, это твои какие-то тесты, которые ты будешь проходить, и проходят, смотрите, в 8 секторе. Кредиты, выплаты, долги и чужие финансы. Либо вы кому-то должны, нужно рассчитаться. Вот так вот это полнолуние захочет подвести итог, рассчитаться. Либо с вами, если вам кто-то должен. Тоже спокойно можете говорить, напоминать, требовать, чтобы с вами рассчитались. Независимо, кто это. Банк или какая-то высшая инстанция, или какой-то работодатель, где вы работали, или ваши дети, которые у вас заняли. Это не зависит. Вы должны получить назад долг. Либо это финансовый долг, либо вы давали на пользование, например, машину вашу, вы должны ее вернуть. Либо вы давали на пользование, может быть, аренду вашей квартиры, вашей недвижимости. Может быть, вы дачу кому-то давали на какое-то время, чтобы там кто-то побыл, пожил и так далее. Вы должны это вернуть. А также все с банком, банковские операции должны быть ясные, четкие, посмотреть, какой вы процент платите, на сколько лет у вас, может быть, насколько сократилась уже эта выплата, то есть привести это все в порядок. И на такое полнолуние в Козероге в 8 доме, это, безусловно, кто в поиске, кто еще ищет себе пару, кто еще не в паре, тоже здесь могут быть очень такие приятные, романтические, но страсти. Вот здесь вот уже включится ваша чувствительность, страсти такие, влюбленность какая-то, прям с первого взгляда, с первого слова. Увидели друг друга, и как-то вот прям такие закручиваются такие отношения, или отношения, которые уже развивались, которые уже есть, тоже подведете какой-то итог, на каком вы этапе. Может быть, вы переходите в другой статус ваших отношений, или как вы их будете развивать, тоже этот вопрос может подняться на такое полнолуние. Ну, вот такой месяц активный. И месяц, в который вот вы его будете вы его почувствуете. Как будто бы все события года собрались в этот месяц. Или многие события года соберутся в этот месяц. И, безусловно, близнецы, вы с ним справитесь, потому что очень много благоприятных, гармоничных аспектов. Ну что, бесконечно вас уважаю. Спасибо за просмотр, спасибо, что не забывайте